Влюбленная пара выбралась на прогулку за городом. Держась за руки и поглядывая друг на друга, они и не заметили, как наткнулись на кое-что необычное. Девушка вскрикнула от испуга и попятилась назад. Парень тут же сделал шаг вперед, готовясь защищать любимую, но никто и не собирался на них нападать. В густой траве лежала лошадь, точнее ее останки, потому что лошадью называть этот скелет, обтянутый кожей, было невозможно. Тонкая кожа плотно обтягивала ребра. Казалось, кости вот-вот прорвут ее, вырываясь на свободу. По всему телу были странные засохшие корки, над которыми кружились мухи. Весь вид животного вызывал омерзение. «Бедное животное!» — воскликнула девушка. Неподвижное до этого тело лошади зашевелилось. Люди кинулись бежать от ужасающей находки. Они остановились уже на грунтовой дороге, пытаясь отдышаться. Естественно, никто за ними не гнался. Зато теперь можно было спокойно подумать головой. «Оно живое!» — пораженно прошептала девушка. «Оно живое, а выглядит как мертвое», — выразил свое мнение парень. «Нужно посмотреть еще раз. Может, оно двигалось не само, а кто-то доедал его изнутри». Девушка пожала плечами. Она послала своего парня проверить, а сама осталась ждать на дороге. Парень довольно быстро удостоверился, что кроме лошади в округе никого нет, и она определенно была живой. Когда человек подошел вплотную, лошадь немного повернула голову и едва слышно фыркнула. Животному было тяжело двигаться, но костлявые бока все еще вздымались. Ее веки приоткрылись, видимо, она хотела посмотреть на подошедшего, но не получилось, зрачок заслоняла странная красная пленка. Лошадь выглядела полностью истощенной. Она цеплялась за жизнь изо всех сил, но безнадежно проигрывала. Парень огляделся по сторонам. Он не мог понять, как лошадь сюда попала. Трава вокруг не была примята, как будто животное всегда здесь лежало. Человек отошел, снова задумался и вернулся к девушке, рассказав о своих наблюдениях. «Да, неважно, как она сюда попала», — отмахнулась собеседница. «Что с ней делать теперь? Она выглядит просто ужасно. Может умереть в любую секунду». Парень вдруг вспомнил, что в соседнем селе держат несколько лошадей. Туда приезжают из окрестностей, чтобы покататься верхом. Связаться с хозяевами удалось довольно быстро. Те мало что поняли по телефону, но пообещали быстро приехать. Вскоре к ним подъехала машина с прицепом для перевозки лошадей. Когда их подвели к пострадавшей лошадке, то мужчина с женщиной пришли в ужас от состояния животного. О том, чтобы лошадь самостоятельно зашла в прицеп, речи не было. Поднять и перетащить хоть и исхудавшего, но все равно тяжелого копытного животного 4 человека не могли. Пришлось парню бежать в ближайшую деревню и собирать людей для помощи. Вместе мужчины приподняли измученное тело, просунули под ним кусок материи, затем каждый взялся за край полотна и приподнял его над землей. Лошадь испуганно распахнула глаза и слабо дернула копытом. На больше ее сил не хватило. Машина мягко поехала, отвозя бедняжку в новую жизнь. В деревне их уже ждали помощники и ветеринар, которых удалось вызвонить новым хозяевам. Врач сразу же запорхал вокруг больной, рассматривая, ощупывая, беря анализы. Тем временем прибыли вызванные полицейские. Они приняли заявление о жестоком обращении с животным, засвидетельствовали показания доктора, новых хозяев и добровольных помощников. Но предупредили, что, скорее всего, предыдущего владельца лошади не найдут, поэтому рассчитывать на справедливое наказание не стоит. Ветеринар сделал лошади уколы, обработал корочки на коже и поставил капельницу. Главной проблемой было то, что она не ела и с трудом пила воду. Это было последствием кожного заражения.
Клещ-паразит вызывал очаги воспаления в разных местах по всему телу. На пораженных участках появлялись пузырьки, которые лопались, превращаясь в корочки. Все это сопровождалось жутким зудом. Лошадь чесалась обо все, до чего могла достать, и сдирала корки. Но, к сожалению, это была не единственная проблема. Одно веко лошади опухло и покраснело. Врач взял пробы, но предполагал наихудший результат – опухоль. Это можно было исправить операцией, но только когда животное встанет на ноги. С зубами тоже обнаружились проблемы, и тянуть с лечением тут не было смысла. На несколько недель конюшня превратилась в полевой госпиталь. Ветеринар посещал свою пациентку каждый день. От клеща удалось избавиться, и корочки на шкуре постепенно сходили. Лечение зубов помогло бедняжке самостоятельно питаться. Лошадь слабо понимала, что происходит вокруг. Сначала ей было настолько плохо, что не хотелось жить. Она лежала и ждала своего часа. Но упорные люди не оставляли ее в покое. Новые хозяева приходили несколько раз за ночь, чтобы проверить подопечную и поменять капельницу. Вскоре лошадка уже узнавала голоса. Она тянулась мордой к рукам хозяев и вздрагивала от энергичного бурчания доктора. Глаза почти не различали ничего вокруг, приходилось ориентироваться на звук и прикосновение заботливых рук. Вскоре лошадь смогла самостоятельно перевернуться. Сил уже хватало для того, чтобы удерживать голову и все тело в вертикальном положении. Вот только встать на ноги не получалось. Лошадь привычно подгибала ноги, но не могла на них опереться, как будто они теперь принадлежали кому-то другому. Ветеринар говорил, что животное слишком ослаблено и давно не пользовалось конечностями. Для восстановления понадобились физические упражнения, и вот тут возникла проблема. Лошадь нужно было поднимать над землей, поддерживать и подталкивать для каждого нового шага. А весила она солидно. Забота и сытное питание помогли избавиться от худобы. Это радовало хозяев, но вызывало затруднения. Для того, чтобы поднять животное, нужно было не меньше 8 человек. Хозяева придумали конструкцию из покрывала и ремней, которые удерживали лошадь в вертикальном положении. Но для прогулок на улице все равно нужны были сильные руки. К счастью, многие соседи и друзья прониклись историей и приходили по вечерам на помощь. Сначала ноги лошади ставили вручную, но регулярные тренировки давали результат. Через несколько дней животное с трудом начало двигать конечностями самостоятельно. Получалось откровенно плохо, но это уже был ощутимый результат. Лошадь уставала, как и люди, но никто из них не был готов сдаться. Месяцы тренировок дали свой результат. Ветеринар объявил, что животное достаточно окрепло для операции на глазах. Для зверя это оказалось не слишком страшно, так как опухоль все равно закрывала большую часть глаза, не давая никакого обзора. Лошадь снова погрузили в прицеп и долго везли в клинику, где могли сделать операцию. Врач удалил пораженные ткани. После операции у лошади сильно болели глаза, но она не могла перестать смотреть по сторонам. Предметы, которые оставались в памяти смутными очертаниями, теперь стали четкими. Животное впервые увидело своих новых хозяев и загон, по которому оно ходило во время тренировок. К обычным процедурам и упражнениям прибавились капли для глаз. Лошадь все терпела. Она вела себя тихо, внимательно слушала людей, как будто понимала каждое слово. Животное оказалось очень спокойным и умным. Хозяева не могли нарадоваться новому члену семьи. Вскоре лошадь окрепла настолько, что ее начали выпускать с 2 другими обитателями конюшни в просторный загон. Новенькая довольно быстро нашла общий язык со старожилами. Спустя долгие месяцы после прибытия в новый дом, лошадь ничем не напоминала тот обтянутый кожей скелет,
который должен был с минуты на минуту погибнуть. Хозяин не торопился с обесткой, но вскоре лошадь сама била копытом и фыркала при виде седла. Она с тоской провожала своих соседей, когда те катали на спине взрослых и детей. В один из солнечных дней мужчина вывел ее на улицу и принялся надевать седло. Лошадь радостно заржала. Вес хозяина оказался для нее тяжеловатым, но она и не думала жаловаться. Они выехали со двора и сделали маленький круг по полю. В этот момент лошадь почувствовала себя самой счастливой на свете. Несмотря на всю боль и безысходность, которую она пережила, теперь рядом были любящие люди. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.